Приветствую всех зрителей канала Алекс Моторный. Сегодня у нас видеообзор жилмассива, который харьковчане знают под названием Алексеевка. Если сесть в центре города на автобус или троллейбус и проехать несколько остановок, то вы выйдете в самом центре этого жилмассива, который начал активно застраиваться только в начале 70-х годов прошлого века. На сегодняшний день Алексеевка является не только одним из самых крупных жилых массивов северо-западной части Харькова, но и его важной исторической частью. Сегодня здесь проживает около 150 тысяч человек. Район продолжает активно развиваться, а его население с каждым днем растет. И это неудивительно, ведь на Алексеевке есть все, что необходимо для комфортного проживания. Школы и детские сады, развитая торговля, транспортная и медицинская инфраструктура, высокий уровень безопасности, благоприятная экологическая ситуация и многое другое. Географически Харьковский район Алексеевка расположен между Алексеевым Яром и Лозовенькой Балкой, которые являются его естественными границами. В целом же данная часть города находится на территории Шевченковского района, ранее Дзержинского, и граничит с Павловым полем, Пятихатками, а также многочисленными поселками. Основу массива составляют две главные магистрали – проспект Победы, который проходит параллельно окружной дороге, и проспект Людвига Свободы. В отличие от центральных районов Харькова, Алексеевка изначально не имела к городу никакого отношения. Небольшое селение возникло чуть позже Харькова на рубеже 17-18 столетий. Впоследствии село стало собственностью харьковского рода Квитки, один из них – Григорий Квитка Основьяненко. Что касается происхождения названия района, то оно скорее всего связано с источником, названным в честь православного святого Алексия. Со временем возле этого источника даже возвели каменный храм. Однако из-за трагических событий Второй мировой войны церковь не сохранилась. В 1943 году во время обороны Харькова ее полностью разрушили. А вот источник воды, протекающий возле лугопарка, недалеко от улицы Клочковской, по-прежнему радует местных жителей. Перед вами историческая хроника строительства района Алексеевка в городе Харьков, 1982 год. Активное освоение Алексеевского района началось в период так называемого застоя. В 70-80-х годах здесь развернулись строительные работы, и спальный район вырос буквально за 2 года. Таких быстрых результатов удалось достичь за счет тщательно продуманной инфраструктуры и подробного плана, который разработали заранее. Так Алексеевку разбили на микрорайоны, а дома возводили в 3 смены. Примечательно то, что территория этого района застроена только домами повышенной этажности. В основном это 9, 12, 16-этажные жилые дома. Я благодарю YouTube канал Кручина Фильм за предоставленные архивные видеоматериалы. А мы возвращаемся в наши дни в 2021 год. Стоит отметить, что в плане экологии район Алексеевка считается одним из самых удобных и чистых. Здесь полностью отсутствуют какие-либо промышленные предприятия, а жилые дома отделены от крупных автомагистралей, что делает его привлекательным для проживания. В настоящее время Алексеевка активно застраивается, и все чаще среди домов типичной постройки можно увидеть современные новостройки. С торгово-развлекательными центрами здесь тоже нет проблем. В каждой части Алексеевки можно заметить множество магазинов, супермаркетов и мини-маркетов, которые находятся в пешей досягаемости. По многочисленным дорожным артериям ходит общественный транспорт в виде автобусов, троллейбусов и трамваев. А транспортные маршруты связывают Алексеевку с другими районами города, что позволяет жителям района доехать в любую часть Харькова. Кроме того, здесь также проходит линия метрополитена. Алексеевка считается вполне безопасным районом для проживания. Внутри районные магистрали и проспекты хорошо освещены, а улицы постоянно патрулируются, и уровень преступности здесь гораздо ниже, чем на той же Салтовке или в центре Харькова. Все это делает этот район по-настоящему спокойным и благополучным.
Кстати, сейчас вы можете наблюдать остатки бывшего Алексеевского рынка. Между прочим, жесточайшие бои велись на Алексеевке в феврале 1943 года, когда первый раз освобождали Харьков от немецких оккупантов. У немцев здесь держала оборону моторизованная дивизия «Великая Германия». Немцы здесь использовали советские противотанковые рвы, вырытые харьковчанами в 1941 году. Но у гитлеровцев сил было мало. Им был дан приказ уходить из города, чтобы не ввязываться в уличные бои. Оказывается, на тот момент и советские войска, и немецкие использовали несвежие карты местности. В частности, вражеские карты изображали Алексеевку еще селом, а не частью Харькова. Сейчас, глядя на многочисленные высотки, бегающих школьников, гуляющих с колясками мамочек, кучу супермаркетов и общественного транспорта, сложно себе представить, что какие-то 50 лет назад ничего этого не было. Жизнь на Алексеевке активна вечером и на выходных. В это время люди гуляют в скверах и во дворах, отдыхают в кафе, назначают свидания. Может быть шумно возле общежитий, где общаются и ходят в клубы студенты. Утром в рабочие будни большинство жителей Алексеевки спешит по делам, а днем на улицах мало людей. Летом многие отдыхают на пляже в Алексеевском лугопарке или на Лозовеньковском водохранилище, которые граничат с микрорайоном. Те, кто любит дикую природу, устраивают пикники или катаются на велосипедах в Алексеевском лесу. Здесь много зелени и чистый воздух. Алексеевка разбита на микрорайоны, и в отличие, например, от все той же Салтовки, народное зонирование по микрорайонам здесь не прижилось, а используется ориентировка по Алексеевке, например, лесная сторона, Тополек, Кооператор, Молодежная, Ближняя Алексеевка и Дальняя, Алексеевский рынок. Иногда также указывают как ориентир остановки Солнечная и Школьная. Как я уже упоминал в данном видео, Алексеевка застроена в основном 9, 12, 16-этажными домами. Планировка 9-этажных домов в основном польки и чешки. В 12-этажных домах квартиры чешской планировки со скошенным балконом, а в польке все балконы прямые. В этом районе также расположен студгородок, комплекс общежитий вузов нашего города. И безусловно здесь много разных людей, не только из Харькова и Украины, но даже из-за рубежа. Дорогие друзья, уважаемые зрители, а как вам район Алексеевка в городе Харьков? Может, у вас есть какая интересная история из жизни, связанная с этим районом, или полезная информация? Поделитесь в комментариях под этим видео. Мне и зрителям канала будет очень интересно. А это бывший кинотеатр, который был в советское время очень популярным. Здание бывшего кинотеатра «Современник». К сожалению, больше никаких кинотеатров на Алексеевке нет. Ну
и известный многим харьковчанам и тем более всем жителям Алексеевки Алексеевский лугопарк. Скажу вам честно и откровенно, что Алексеевка мой самый любимый район города Харьков. Я здесь прожил очень много лет, и для меня он стал родным. И мне вдвойне приятно сегодня рассказать вам о нем. Здесь нет ничего такого, от чего бы захватывало дух. Нет памятников архитектуры, каких-либо достопримечательностей, но район экологически чистый, зеленый и уютный. И для меня это не только любимый район, но один из лучших районов города Харькова. А какой для вас район города Харькова самый лучший и самый любимый? Напишите в комментариях, будет очень интересно узнать мнение зрителей канала. Я благодарен вам за сегодняшнюю прогулку по району Алексеевка в городе Харькове. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, конечно же, чтобы не пропустить интересное видео на канале. Ставьте лайки, дизлайки и до новых встреч. Спасибо за внимание.